Гуляя в лесу, мужчина нашел необычного одинокого щенка. Мужчина пожалел бедняжку и забрал его к себе домой. Вскоре мужчина отнес найденное животное в ветеринарную клинику, но ветеринар, увидев щенка, раскрыл от удивления рот. Марк любил гулять по лесу недалеко от своего дома. Это было его любимое времяпрепровождение, особенно после долгих рабочих дней. Он часто брал с собой бинокль, чтобы наблюдать за птицами, и видеокамеру, чтобы запечатлеть красивые моменты природы. Иногда он оставался в лесу до самого заката, наслаждаясь тишиной и покоем, которые дарила природа. Однажды теплым весенним днем Марк услышал странный звук, доносившийся из кустов. Звук был похож на смесь писка и чавканья, чего Марк никогда раньше не слышал в этих местах. Он остановился в замешательстве, прислушиваясь к необычному шуму, который постепенно становился все громче и настойчивее. Он почувствовал, как его сердце учащенно забилось от любопытства и легкого беспокойства. Заинтригованный и немного настороженный, Марк осторожно раздвинул ветки и увидел за ними маленькое беззащитное существо. На первый взгляд оно напоминало щенка, но что-то в его внешности казалось необычным. У животного была почти голая кожа и несоразмерно большая голова. Возможно, это была одна из пород голых собак, о которых Марку рассказывали его друзья. Все тело щенка выглядело так, будто ему не хватало сил даже на то, чтобы шевельнуться. Марк почувствовал, как его сердце сжалось от сострадания, когда он увидел, как дрожит это маленькое создание, словно умоляя о помощи. Он представил себе, как долго этот щенок может находиться здесь в одиночестве, изо всех сил пытаясь выжить. Щенок выглядел истощенным и слабым. Его бока часто вздымались, и он дрожал всем телом, как будто находился в постоянном страхе. Марк понял, что не может оставить его здесь одного. Он снял свою куртку и аккуратно завернул в нее животное, стараясь не причинить ему вреда. В этот момент он почувствовал глубокую связь со щенком, как будто теперь его обязанностью было позаботиться о нем. По дороге домой Марк внимательно разглядывал свою находку. У животного были необычно большие глаза с длинными ресницами, которые придавали ему еще более загадочный вид. Его морда была вытянутой, с маленьким приплюснутым носом на конце. Лапки казались непропорционально большими по сравнению с телом, а хвост был короткий и толстый. Марк задумался о том, что он никогда в жизни не видел подобных щенков и откуда он мог взяться в этих краях. Внезапно животное начало издавать пронзительные звуки, похожие на крик о помощи. Марк ускорил шаг, чувствуя, как его сердце колотится от волнения. Он боялся, что щенок может умереть у него на руках. Дома Марка встретила жена Клара. Она удивленно вскрикнула, увидев странного щенка в руках мужа. «Где ты его нашел?» — спросила она со смесью любопытства и опаски. Марк подробно рассказал, как нашел брошенного щенка в лесу, и добавил, что не смог пройти мимо в надежде спасти ему жизнь. Клара, почувствовав жалость к малышу, сказала, что в первую очередь нужно накормить его. Она быстро нагрела молоко и попыталась напоить существо из бутылочки с соской. Однако животное отказывалось пить, отворачивая мордочку и издавая жалобные звуки. Марк и Клара перепробовали разные продукты: измельченное мясо, овощное пюре, даже детское питание, но все было безрезультатно. Супруги начали паниковать, когда заметили, что существо становится все слабее. Его дыхание стало прерывистым, а глаза начали закрываться. В отчаянии Клара предложила позвонить в ветеринарную клинику и узнать, что делать в такой ситуации. Марк, обеспокоенный состоянием маленького щенка, предложил срочно ехать в круглосуточную ветеринарную клинику в соседнем городе, несмотря на позднее время. По дороге в клинику животное начало дрожать и издавать слабые стоны, словно прощаясь с жизнью. Клара держала его на руках, пытаясь согреть своим теплом. Марк гнал машину на предельной скорости, молясь, чтобы они успели спасти страдающее животное. В клинике их встретил пожилой ветеринар Роберт с усталым лицом. Увидев необычного щенка, он нахмурился и быстро повел их в смотровую. Пока ветеринар работал, Марк и Клара ждали в коридоре, держась за руки. Они слышали, как в смотровой что-то падает и звенит, а ветеринар громко отдает команду медсестре. Минуты тянулись мучительно долго, как будто время остановилось. Марк и Клара не находили себе места от тревоги, представляя худший исход.
Наконец, ветеринар вышел к ним. Его лицо было очень серьезным. Мне удалось стабилизировать его состояние, но я никогда раньше не видел такого животного. «Нам нужно провести дополнительные исследования», — сказал Роберт, вытирая пот со лба. Марк и Клара провели бессонную ночь в клинике, по очереди дежуря у клетки с их необычным подопечным. Они наблюдали за каждым движением щенка, которого они назвали Чарли, с надеждой на то, что он сможет поправиться. К утру им показалось, что животное чувствует себя немного лучше. Щенок даже попытался встать на свои странные лапы, вызывая у супругов смешанное чувство облегчения и тревоги. Чарли еще сутки провел в клинике, после чего ветеринар сообщил супругам, что они могут забрать щенка домой. Роберт дал супругам пакет питательного корма. Это было единственное, что соглашался есть их необычный питомец. Марк и Клара с радостью забрали Чарли домой, уверенные, что теперь все будет хорошо. Через 2 дня им позвонил ветеринар Роберт, чтобы узнать о состоянии Чарли. Он также сообщил, что его коллеги-зоологи очень заинтересовались необычным существом. Ученые предположили, что это может быть детеныш редкого вида животных. Роберт попросил разрешения приехать с группой зоологов, чтобы еще раз внимательно осмотреть находку. Марк и Клара согласились, надеясь, наконец, узнать, кого же они приютили. В это время их дом стал местом настоящего научного интереса. Телефонные звонки не прекращались, и Марк с трудом успевал отвечать на вопросы коллег-ветеринара. Несмотря на волнение, он и Клара радовались, чувствуя, что они помогают в серьезной научной работе. Тем временем ветеринары и зоологи продолжали исследования. Прошла неделя, и за это время животное заметно окрепло. Марк и Клара с радостью наблюдали, как Чарли становился все более активным и уверенно передвигался по дому на своих необычных лапах. Он даже начал издавать радостные звуки, когда Клара приносила ему еду. Еще через пару дней профессор сообщил, что результаты анализа Чарли показали, что он принадлежит к редкому виду млекопитающих, который никогда раньше не встречался в этом регионе. Однажды вечером, когда Марк и Клара смотрели телевизор, в дверь позвонили. На пороге стояли 2 мужчин в форме. Они представились сотрудниками зоопарка и спросили, не находили ли супруги в последнее время необычное животное. Марк и Клара переглянулись. Они не знали, стоит ли рассказывать про свою необычную находку. Но тут из комнаты раздался характерный писк, и сотрудники зоопарка насторожились. Они попросили разрешения осмотреть квартиру. Супруги неохотно согласились. Когда мужчины увидели животное, их лица просветлели. «Вот он, наш беглец!» — воскликнул один из них. Оказалось, что найденный в лесу детеныш — это редкий вид свиней бобируса, который сбежал из зоопарка через щель в ограждении. Сотрудники зоопарка рассказали, что мать Чарли после его исчезновения очень переживает и отказывается от еды. Они попросили вернуть детеныша. Марку и Кларе было грустно расставаться с необычным питомцем, но они понимали, что так будет лучше для животного. На прощание супруги погладили его и даже прослезились. Сотрудники зоопарка поблагодарили их за заботу о детеныше и пригласили приходить навещать его в любое время. Они также сообщили, что руководство зоопарка решило наградить Марка и Клару пожизненными бесплатными билетами. С тех пор супруги часто приходили в зоопарк навестить своего бывшего питомца. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.